Всем привет, это Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. И сейчас будет именно так. Нам ведь подвезли пылесосы Bosch. Причем, ребята, это не новомодные вертикальные беспроводные модели. У нас, кстати, есть видео про такие, про серию Bosch Unlimited 8 Gen 2. Ссылку оставим в подписи. Нет, это напольная классика. Новые, компактные, безмешковые или контейнерные пылесосы Bosch с циклонической технологией отсева мусора. Давненько мы не снимали ничего подобного, и я прямо жажду близкого знакомства с ними. Что будет происходить в видео? Будем проверять пылесосы по полной программе, так как мы можем. Пылесосим разные покрытия, смотрим как, что, насколько удобно с ними в процессе уборки. Узнаем, что за фильтры в них стоят, какие насадки в комплекте есть, насколько удобны пылесосы в хранении, легко ли очищать пылесборник и насколько он вместительный. В общем, все самое главное в нашем классическом тесте-обзоре по золотому стандарту Тостер. Поехали, наводим чистоту. Первое, на что обращаешь внимание, дизайн. Мы специально взяли два пылесоса на тест, чтобы продемонстрировать, что есть разные цвета. И это не все цвета, их вообще несколько. На сайте российском техники Bosch все это можно посмотреть. В целом дизайн меня не восхищает. Вот не скажу я, что это такое что-то вау-вау-вау. Но в нем понятно и явно видно главенство функциональности. Это такой пылесос, чтобы пылесосить, а не чтобы любоваться им. Он выглядит как нормальный пылесос. И мне кажется, это вовсе даже неплохо. А вам как? Пишите в комментариях. Пока не начали убирать, давайте проверим заявленную компактность и вообще удобство хранения. Немцы на этом делают акцент. Что самое неудобное в хранении таких пылесосов? Ну правильно, шланг. Как правило, некуда его девать. И вот тут об этом подумали. Есть специальный крепеж, который позволяет даже со шлангом хранить пылесос вполне удобно и компактно. Можно вот так, можно сюда еще припарковать трубу всасывания, или есть вариант хранения вертикального. Опять же, с парковкой трубы всасывания на корпусе. Ну, неплохо. Особенно вся эта тема с хранением актуальна для популярных ныне небольших квартир. Когда у тебя всего 30 метров, важно, чтобы пространство использовалось максимально правильно. И вот тут эти пылесосы вписываются в концепцию, что называется. Да даже если много места, все равно хорошо, что пылесос можно удобно хранить. Согласитесь. Дальше убираем разные покрытия. Мусор у нас тоже разный. Тут и крупа, и скрепки, и обрывки бумаги, и настоящая собачья шерсть, которую мы и разбросали, и втерли в ковер. У модели белого цвета в комплекте есть классическая щетка типа ковер-пол с переключателем режимов. Ничего инновационного, но при этом и никаких проблем со сбором мусора. Пылесос справился. А вот у другой модели в таком черно-красном дизайне в комплекте есть еще турбощетка, чтобы более эффективно собирать мусор и особенно вычесывать загрязнения, такие как шерсть животных, например, из ковровых покрытий. Ее мы тоже проверили в деле. Все по классике. Вращение насадки происходит вместе с воздушным потоком. Для таких пылесосов это нормально. Мощность всасывания и отсутствие зависимости от заряда аккумулятора делают такой подход вполне логичным. Кстати, интенсивность работы турбощетки, всасывания и вычесывания, скажем так, можно изменять вот этим простым, но вполне эффективным механическим регулятором. Единственное, к чему я, пожалуй, придерусь в этой турбощетке, это то, что вращающаяся часть щетки никак не вынимается для облегчения очистки. Нет никаких явных признаков того, что это можно сделать, и инструкция ничего такого не обещает. Так что, если что-то намотается, чистить будет чуть сложнее, чем если вращающийся элемент со щетиной вынимался. На корпусе пылесоса есть классический поворотный регулятор мощности мотора. Вокруг понятные пиктограммы, так что выбрать нужную мощность легко. Мотор, кстати, создан в Германии. Это немецкие технологии, разработки. Собственно, немцы, видимо, поэтому и вполне уверены в нем. Настолько, что дают на мотор 10-летнюю гарантию. Ну, собственно, мотор — это главное в пылесосе. Убери мотор, и все это потеряет смысл. Впрочем, в современном пылесосе мотор, конечно, главное, но не единственное важное. Посмотрите на пылесборник.
Он большой, 2-литровый. Если у вас маленькая квартира, то можно опустошать его не каждый раз, не после каждой уборки. Хотя, конечно, в контексте гигиены лучше после каждой. А если надо убирать большую площадь, будет минимум перерывов в уборке на опустошение. Или их не будет вообще, все же 2 литра – это много. Кстати, удобно и то, что радиус действия пылесоса до 10 метров. То есть вариант убрать всю квартиру от одной розетки, если жилплощадь небольшая, например. Ну или совсем небольшим количеством переключений, если побольше. Напомню, радиусом действия пылесоса называется совокупность длины его сетевого провода и длины самого пылесоса вместе со шлангом и трубой всасывания. Это безмешковые циклонические пылесосы. За отсев крупной и мелкой пыли здесь отвечает циклоническая технология. Благодаря мини-торнадо в контейнере пыль и мусор из воздуха, повинуясь центробежной силе, в нем, в этом контейнере и остаются. Далее воздух, уже значительно очищенный, проходит через предмоторный фильтр, потом моторный блок, и перед возвращением в помещение оставшаяся мельчайшая пыль удаляется из него благодаря мощным выходным фильтрам. Выходные фильтры здесь созданы по HEPA-технологии. Они немного отличаются в этих двух моделях. В версии Pro Power стоит хороший, не маленький такой толстенький HEPA-фильтр. А в белом пылесосе в версии Pro Hygienic фильтр еще улучшили. Здесь стоит Ultra Allergy, созданный, впрочем, тоже по HEPA-технологии, с дополнительной антиаллергенной защитой. Важно, что оба фильтра можно мыть. Немцы обозначают их как моющиеся, хотя я бы, наверное, все же ограничился их сухой очисткой и менял бы через год-полтора эксплуатации. Если будете мыть, делайте это максимально аккуратно, без абразивных материалов. И не забудьте тщательно просушить. Не на батарее, не на солнце, а просто при комнатной температуре сутки-двое. Во время нашего близкого знакомства с этими пылесосами Bosch мы, конечно, проверили качество работы системы фильтрации с помощью лазерного анализатора мельчайшей пыли Dailos. Ссылка на него есть в подписи к видео, который распознает частицы величиной от половины микрометра. Протестировали ту и другую модель, причем обе не с пустыми пылесборниками, на предмет чистоты выходящего воздуха. И в том и в другом случае результат полностью удовлетворил. Выходящий воздух был значительно чище того, что пылесосы всасывали из помещения. Тест у нас, конечно, не научный, не медицинское исследование, но вполне дает понимание о том, что обе модели имеют качественную систему фильтрации, продуманы в этом плане. Важный момент – удобство очистки пылесборника. Здесь он легко снимается с корпуса, сверху крышка, она тоже полностью снимается. Далее высыпаем мусор и все. Контейнер удобно держать за одну из ручек на корпусе. В целом достаточно просто и гигиенично, хотя некоторая осторожность и сноровка все же не помешает, как и почти всегда в таких случаях с любыми контейнерными пылесосами. Как ни крути, с мешковыми в этом плане проще, но там есть свои минусы, связанные с возможным снижением мощности всасывания во время уборки из-за скопившегося в мешке мусора. Кстати, у нас есть интересный обзор 5 крутых мешковых моделей, которые сейчас продаются в России. Есть там и одна из моделей Bosch, прокачанная быть максимально подходящей для людей с аллергией. Ссылка, как водится, в подписи к видео. Ну и вот если еще два слова об этом контейнере, обратите внимание, он без таких явных углов. Это скорее хорошо, потому что нет углов и не должно быть пыли, которая в углах, как правило, скапливается. А собственно все. Это все, наверное, главное, что хотелось рассказать об этих новых компактных контейнерных пылесосах Bosch. Телескопическая труба всасывания еще тут, это удобно для подстройки под рост пользователя, в конечном счете для удобства уборки. Автосматывание кабеля, разумеется, тоже предусмотрено. Доступны, повторюсь, разные
разные цвета и комплектации. Здесь у наших моделей из видео тоже есть еще некоторые дополнительные насадки. Пишите в комментариях, как вам эти пылесосы Bosch. Мне скорее понравились. Звезд с неба они не хватают, это не новомодные беспроводные вертикальные модели, но как классические пылесосы они очень неплохи. Тут и система фильтрации очень качественная, и большой контейнер-пылесборник, и компактное хранение предусмотрено, и мотор немецкий с 10-летней гарантией. Удобное изменение мощности на корпусе. С уборкой они по ходу теста вполне справились, проблем не было. Нормальные такие пылесосы Bosch, которые подойдут и в маленькую квартиру благодаря компактности, и в большую. Пылесборник-то 2-литровый, объемный. По цене не самые бюджетные, конечно, на момент съемки в районе 16-17 тысяч. Вот эти модели из нашего видео стоят, но это, знаете, уже к ребятам из Bosch, а не ко мне. И не самые дорогие они, между прочим, среди пылесосов Bosch, если уж на то пошло. И, кстати, от щедрот немецких и тостеровских дарим вам промокод на скидку 15% на пылесосы Bosch при покупке на официальном сайте в официальном интернет-магазине Bosch в России. Все подробности об этом аттракционе неслыханной щедрости в подписи к видео. Без смс и регистрации, ребята, пылесосьте на здоровье с немецким-то мотором. Это канал Тостер. Мы не делаем из бытовой техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, лайкайте и делитесь этим видео с теми, кому нужен нормальный человеческий пылесос. Пока!